Здравствуйте, мои дорогие стрельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака на первую половину месяца января. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие карты вам выпадут. Я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, оставить лайк, сообщение. Все, что вашей душе будет угодно, можете написать. Я буду очень-очень признательна вам за такую активность. Итак, давайте посмотрим, что же вас ожидает в первой половине января, а именно с 1 по 15 января. Итак, какие карты сегодня у вас выпадают? Я делаю расклад по своей схеме, удобной мне, и мы разбираем с вами каждую карту, которую я достаю. Итак, прежде всего, что мы здесь видим? Мы видим первую карту, и это первая карта, собственно, да, которая у вас есть, это карта «Семерка кубков». Видите, как она замечательно здесь представлена в этой колоде. В Таро иллюминатов выпадает у вас семерка кубков, и она показывает, что вы можете рассматривать разные варианты. Возможно, вы сосредотачиваетесь на различных возможностях и потенциале, может быть, на более совершенных, подходящих для вас возможностях и потенциале. Возможно, вы ищете лучший вариант из тех событий, которые у вас происходят, и рассматриваете несколько вариантов. Возможно, кто-то из вас очень много мечтает, фантазирует о чем-то таком, вот знаете, заоблачном, что-то хочет воплотить в реальность. И иногда эта семерка кубков также может означать, что вы немножечко как будто расфокусированы, рассеяны, потому что у вас много вариантов, и вы переживаете, какой из них лучше выбрать. И вам нужно здесь больше сосредоточенности, вам нужно больше сосредоточиться на том, что вы делаете, соответственно, чтобы не запутаться в этом великом множестве вариантов и возможностей, которые у вас здесь есть. С 1 по 15 января, я напоминаю. Давайте посмотрим дальше. Дальше у вас есть следующая карта. Это карта «Десятка кубков». Тоже потрясающая карта счастливого дома. Карта счастливой жизни. И она подразумевает, что многие из вас сейчас переживают период, когда чувствуют себя достаточно гармонично в своей семье, в своих отношениях с близкими, очень сплоченно. Особенно во всем, что касается, собственно, дома и семьи. Потому что эта карта, она посвящена дому, браку, детям вашим, если они у вас есть. В целом десятка — это финальная карта в кубках, она показывает завершение, замыкание круга, как будто бы финализирует и показывает, что вот это happy-end, да, это счастье, когда жили долго вместе, счастливо, и были у них дети, дом, собака, да, то есть вот это то, что, возможно, здесь вы чувствуете, или, может быть, вы себе такое представляете и хотите себе такого развития событий, такого развития отношений, собственно. И здесь же еще и девятка кубков у вас также есть, то есть очень много эмоциональных таких переживаний, скорее радостных, много эмоций, потому что это девятка кубков. Возможно, вы здесь какое-то получаете исполнение вашего желания, и вы в целом чувствуете переполненность изобилием. То есть такая прекрасная карта, прекрасная здесь энергия дополняет эту триаду карт. И, возможно, здесь даже что-то как будто может произойти у вас такое, что позволяет изучить множество вариантов, множество возможностей. И эти варианты как-то связаны с домом или с семьей, с вашими детьми, возможно, с вашими родными. Возможно, вы здесь должны принять какое-то решение важное, да, касающееся, собственно, вашего брака или касающееся ваших отношений. Давайте посмотрим, что же здесь еще есть. Ваш источник энергии и потрясающая карта у вас для этого, карта колеса фортуны, то есть перемены, которые у вас будут, перемены, скорее всего, неизбежные, потому что по колесу фортуны это что-то, что по судьбе должно произойти, и оно произойдет в любом случае, как ни крутите. Карта хорошая, чаще это перемены хорошие, чаще всего это карта, которая показывает удачу, показывает везение, показывает ваш настрой на победу и на везение. Вы здесь находитесь в периоде праздников и очень оптимистично смотрите, собственно, на то, что происходит вокруг вас и в вашей жизни. И у вас есть какая-то возможность принять решение, сделать выбор по колесу фортуны. Это важное решение, которое вы можете здесь сделать. И это решение может быть судьбоносным, поворотным, каким-то очень знаменательным. Вы рассматриваете множество возможностей и выбираете наилучшую, ту, которая принесет вам пользу. А может быть, принесет пользу не только вам, а еще вашему дому, вашей семье, вашим детям. Поэтому карта просто потрясающая в таком сочетании, в такой компании карт. Просто великолепно, потому что
она показывает, что вы действительно счастливы, да, вы чувствуете это везение, вы здесь чувствуете себя на гребне волны, на гребне удачи, и какие-то значительные изменения здесь происходят с этой девяткой кубков. Здесь какие-то очень хорошие и радостные для вас события. Дальше у вас есть шестерка жезлов, карта победителя, карта триумфа и успеха, карта, возможно, какого-то триумфа после борьбы, когда вы приложили много усилий, справились с какими-то испытаниями и чувствуете победу, чувствуете себя на коне, и окружающие вами восхищаются. Возможно, здесь у вас есть какие-то хорошие перемены финансовые, материальные. Возможно, здесь вы чувствуете победу в том, что вы, не знаю, в какой-то лотерее выиграли, потому что есть колесо фортуны, или в каком-то конкурсе, или у вас есть повышение зарплаты, или бонусы какие-то вы получаете, еще зарплату дополнительную, или ваш статус может повыситься, потому что вы здесь повышение по должности можете получить, как будто ваш статус поменяется. Да? А здесь можно говорить о том, что, может быть, вы знаете, о чем-то таком мечтали, фантазировали, здесь планировали, и эта мечта может сбыться в начале января, в первой половине января. Потрясающе, я аж волноваться начинаю. Такие карты хорошие. Шестерка жезлов. Да, то есть действительно может быть или повышение зарплаты, или какое-то вот как повышение по службе. У кого какая-нибудь госработа, да, госучреждение, вы можете здесь получить хорошее повышение. Ну, я думаю, что это может быть что-то, что позволит вам опять-таки больше приобретать, больше радоваться, больше чувствовать роскоши и достатка, вот этого изобилия, соответственно, поэтому и девятка кубков здесь, и ваша семья тоже почувствовать, собственно, эти значительные улучшения, которые у вас здесь произойдут. То есть очень много позитивных эмоций здесь у вас с этим всем. Так, дальше тройка жезлов. Тройка жезлов у нас есть. Интересно. Давайте подумаем, что же здесь может быть еще. Тройка жезлов. Достижение цели тоже. Продвижение к цели, какой-то вершине, к тому, что вы себе наметили, как будто бы вы долго, методично шли к этому. И тройка жезлов показывает, что вы приближаетесь к этому достижению. Может быть, кто-то мечтал забеременеть. Может быть и такое. То есть здесь может быть пополнение в семье или какие-то такие новости, которые с этим связаны, тоже как ощущение триумфа, везения и ощущение по семерке кубков, что вы очень много планируете, фантазируете о будущем, как дальше будет, что вы будете делать, где сделаете детскую. То есть вот какие-то такие тоже могут быть вещи. В любом случае, как рост, расширение. Вы здесь находитесь в периоде достижения каких-то результатов, получения уже результата ваших трудов, вашей работы, когда ваши усилия приносят плоды, и вы очень оптимистично и позитивно смотрите на будущее. И именно потому, что уже, скорее всего, и видите какие-то результаты, и вам это нравится, то, что вы видите. И тройка кубков, также здесь тройка общение, вечеринки, праздники, какие-то мероприятия, корпоративы, посиделки с родственниками, может быть, карта звезда, ощущение успеха от того, что вы получаете то, чего вы хотели. Как будто бы вы могли пережить ранее достаточно трудный и сложный период, потому что карта звезда, она идет после карты башня, после разрушения, после каких-то сложностей, трудностей. Звезда дает новую надежду, когда нужно было справиться с какой-то проблемой, что-то было разрушено, что-то было прекращено, завершено, что-то вы пересмотрели в своей жизни. И здесь вы наконец-то обновляетесь, восстанавливаетесь, перестраиваете свою жизнь. И это такая очень оптимистичная энергия, и она показывает, что вы на правильном пути, вы на пути продвижения к своей цели, на пути, когда ваше желание реализуется, когда вы получите то, чего вы так сильно хотите, жаждете. Прекрасная, замечательная карта, собственно, прекрасная карта звезда, которая здесь у вас выпадает в виде старших арканов, да, и может быть исполнение каких-то планов, опять-таки касающихся вашей семьи, потому что здесь ключевые девятка и десятка кубков, соответственно, да, и тройка кубков. Вы это отмечаете, вы этому радуетесь, вы обсуждаете здесь свои достижения, свои успехи с родными, с близкими. И по шестерке кубков, шестерке жезлов, вы тоже в целом вот как будто чувствуете себя выделяющимся из толпы или выделяющимся из череды других родных и близких. То есть как будто бы на вас здесь обращают особенное внимание. Хорошо. Так, пятерка жезлов пока что одна из таких самых, да, здесь не самых лучших карт. Ну да, возможно, она показывает, что в прошлом у вас были какие-то конфликты или какие-то
разногласия, какая-то напряженность, может быть, мелкие ссоры, какие-то сплетни, или кто-то распространял о вас слухи, своего рода была конкуренция и борьба такая, когда каждый хотел быть главным, первым, хотел выделяться и хотел быть на вершине, как борьба за место под солнцем, может быть, борьба на рабочем месте за повышение, там, допустим, да, если мы говорим о повышении, о карьере, но это уже ситуация позади, вы достигаете своей цели, вы приходите к ней с тузом пентаклей, действительно как получение какой-то очень хорошей материальной выгоды. То есть вы напористо двигались к своей цели, к получению своей цели. И тут этот туз пентаклей, который связан, скорее всего, с колесом фортуны, с девяткой кубков, картой роскоши, может показывать или повышение, или новый бонус какой-то, или новую работу, может даже показывать какое-то как поворотное судьбоносное изменение, даже переезд какой-то или получение какой-то крупной суммы, которая позволяет начать все заново и как будто бы вот с единицы, да, начать что-то сначала. Возникает ощущение, что после периода трудностей, каких-то испытаний, конфликтов, наконец-то есть значительное продвижение вперед. Вы продвигаетесь в позитивном направлении, и это потрясающая, просто замечательная карта, которая здесь у вас есть. Итак, давайте посмотрим еще, что здесь у нас. У нас есть 4 жезлов, это карта семьи, тоже акцент на семью, это акцент на брак, на семейные отношения, на отношения с близкими, может быть, да, опять-таки, с кем вы живете в одном доме, под одной крышей. Это попытка и желание выстраивать гармоничные отношения с ними. Если ранее были тоже какие-то конфликты или разногласия, то здесь вам удается эти вопросы решить достаточно хорошо. То есть здесь вы также можете еще и по 4 жезлов опять-таки собираться с близкими, праздновать что-то, как будто бы, не знаю, может быть, даже у кого-то свадьба здесь в первой половине января, или какие-то праздники семейные, на которые вас приглашают, когда собирают семью или собирают друзей, чтобы что-то отпраздновать. То есть может быть такой момент также. То есть для вас здесь особенно важны будут ваши взаимоотношения с социумом, да, с близкими вашими. И какие-то собрания, праздники здесь могут действительно иметь место, могут происходить. Давайте посмотрим, что еще здесь. Туз мечей. И вот туз мечей здесь, он как необходимость решить какие-то вопросы, необходимость справиться с, может быть, с какими-то возникшими ситуациями. Возможно, нам нужно будет, знаете, как будто бы тщательно проверять что-то перед тем, как принимать решение. Опять-таки, когда вы принимаете решение, делаете какой-то выбор, тщательно продумываете все варианты, все возможности, и только тогда принимаете решение. То есть решительно действуете, прежде чем что-то сделать такое категоричное. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Да? То есть перед тем, как что-то сделать, хорошенько нужно и внимательно подумать. Если вы подписываете какие-то бумаги, договора, что-то такое, внимательно прочитать перед тем, как что-то подписывать. Ну, это, скорее всего, хорошие какие-то события, то есть ничего страшного, просто нужно быть внимательными и решительными, смелыми, внимательными к деталям, но не бояться действовать, не бояться реализовывать свои идеи. Поэтому туз мечей. Итак, я думаю, что на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы будем завершать. Я желаю всем всего самого наилучшего. Берегите себя, стрельцы, и до скорого!